Доброе утро. Сегодня у нас 30 декабря. Мы ночевали на горе в безлюдной местности. Вот здесь кафешки, которые, наверное, летом действуют, но сейчас здесь никого нет. Мы и приехали вчера вот туда, там находится пещера, но она уже закрывалась, и нам пришлось переночевать вот здесь. Сейчас мы соберемся и поедем смотреть эту пещеру. Лобовое стекло за ночь покрылось конденсатом. Ну, сейчас мы печкой его прогреем, и это уйдет. Дорога достаточно здесь крутая, да, Маш? Дорога, да. Вчера еле заехали, вот, и хотели там на парковке остаться, но сначала разрешили, потом не разрешили. Согнали нас, короче, и вот пещеры уже были закрыты. Мы ночевали здесь поблизости, немножечко вниз спустились. Вот так мы выезжаем на дорожку. Включаем коробку не выше первой скорости и потихонечку начинаем ехать наверх. Так, дорога выполаживается, поэтому включили уже коробку не выше второй. Ну, машина едет уверенно, да, Маша? Тебе не страшно по горам на ней ездить? Ну, немножечко, просто чувствуется, что ей тяжеловато. Все равно, но она же огромная. Здесь не прям такие уж горы, но уклон, конечно, местами, ну вот, как серпантин такой, крутоватый. Прибыли мы на верхнюю парковку. Место называется Сатаплия или Сатаплия. Сейчас оплатим как раз нашей картой, которую мы открыли. Детям до 6 бесплатно. Малыши, а какой сегодня день-то? Твой день рождения. Твой день рождения. Поэтому с днем рождения, Атавчик. А вы мне обещаете сегодня не ныть, хорошо себя вести? У меня это будет подарок самый лучший. Обещаем. Обещаем. Еще что-нибудь тебе подарим, мы торт подарим. Мама у нас встретила женщину из Москвы, вот общаются, стоят, да? А мы ждем экскурсовода. Сколько еще ждать, знаешь? 20 минут еще. Что? Я думал 50 дней. Добро пожаловать в эту очередь. То, что могу и хочу сказать вам. Экскурсия наша будет длиться около часа вместе со мной. И начнется от этого павильона. И это место у нас уникальное во всем мире. Можете посмотреть следы и хищных, и травоядных динозавров вместе. Следы, эти пласты породы высохли от воздействия со временем, от воздействия ветра, солнца и совершенно случайно обнаружили в 1933 году, когда строили дорогу у нас, ведущую в пещере. Лес такой интересный, какой-то сказочный. Деревья всем мхом покрыты, такие кривенькие, как в триллере. Плохая, да. Ну, как в триллере. Очень высоко там. Тек, не ходите туда. Пещера нам очень понравилась, Да, уютная. очень красивая, небольшая такая, все как-то вот подсвечено так очень интересно, разными цветами, очень красиво. Было очень красиво. И везде были огоньки разноцветные. И везде была вода. Под ноги очень внимательно смотрите. А ты что не идешь, не смотришь динозавров? Я уже смотрела, с него домашние динозавры. Мама, там еще динозавр. Не, ну прикольно, в таком месте динопарк более как-то так выглядит реалистично. Оливье будешь готовить на Новый год или нет?
Найди мне сначала все для оливье. Подарочки еще надо. А здесь находится стеклянный мост. Влада, не торопись, Влада. Я не пойду. Кто смелый или опять трусихи все боится? Если вниз не смотреть, нормально. Держаться еще надо. Впереди горы очень красивые. Влада. Как я иду по небу, мама? Тише. Как я по небу иду? Вот так идешь. Я по небу иду. Я есть хочу и пить хочу. Ну, увидишь, бабушки, ну-ну, нету тебя кормить каждые 5 минут. Что, придется идти пешком до автодома, там... А там у нас щи вкусные. Я тоже хочу. Щи будете есть? И пить хочу. А Неужели я сниму видео, где вы хорошо едите? Пап, Пешком вниз пойдете? пошли, я покажу. Иди за мной. Обрыв. Какой обрыв? Так, аккуратно, Слава. Не лезь туда ногами. Куда лезешь? Смотри, папа. Че, Слава, плачет? Слава плачет, что акула древняя не ходит. Слава, акула ходит? Не ходит. Она вышла из воды потом. На Нет. своих ногах. Маша сварила вчера вкусные щи. Детишки же очень голодные. Они будут сейчас хорошо кушать, да? Слава, иди пожалей. Иди. Что ты ее наругал. Иди. Теперь она не подойдет. Что ее наругала? Ее никто не ругал. Она просто хочет какой-то таз с водой. Срочно. Срочно таз с водой. Вкусно пахнет. Очень вкусный суп из домашней курочки. Давайте, сделайте мне подарок на день рождения. Скушайте суп, и я буду доволен. Слава, давай. Сметану. Сметану давай. Я сама себе А, наругала. это... Новый Супом, год. кстати, Я детей сама сказали тебя нельзя наругала. кормить. Рыбным нельзя, другим А, можно. рыбным супом детей нельзя кормить, написали, что это не еда, надо нормальной едой кормить. Бургерами. Сколько еды для собачек. 3 батона хлеба целых испорченных, Испортилось, которые детишки не поплесневели. А еще мы решили попробовать приготовить замороженные хинкали на пару. Очень вкусный суп. Ну неужели? Молодец. Я сам все съем. Тарелку эту давай повесим на стену в рамку. Зачем? Запечатлите этот момент. Чистая тарелка, все съедено. Потому что я суп люблю. Детишек покормили, выезжаем обратно вниз с горы. Сейчас поставим вторую передачу, не выше второй передачи, и будем потихонечку скатываться, чтобы тормоза беречь. Тормозной диск, Маша, один на эту машину стоит где-то $600-700. И ждать его месяц в России надо, или 2. Да я в курсе, поэтому лучше катиться без тормозов, наверное, вниз. Не тормозить, экономить диски. Подключили газ. Когда с горы катишься или по трассе идешь, он нормально работает в городе с перебоями. Газ здесь в Грузии дешевле, чем бензин, и стоит примерно как бензин в России за 1 литр. А бензин стоит в 2 раза дороже, чем у нас.
еще прикупить тыкву. Такой старенький, с бородкой, жалко уже. Все стал убирать к себе в машину. Вкусные яблочки продавали на дороге. Видно, что свои. Очень сочные, ароматные. Очень хорошие. Не то, что у нас в Москве. Ты умный? А я знаю. Твоя любимая порода. Бокал. Бокал, правильно. Ну ты тут пока... Ну что твою говорил? Ну знаешь ты? Ну все, сказала одно слово. Бульдог. Бульдог, правильно, еще. Г. Г. Г, правильно, Г. Назови мне слова на букву Г. Гусь. Гусь еще. У нас 31 декабря. Мы приехали на платную парковку в центре Батуми. Не хотели заморачиваться с бесплатными сейчас поиском. Стали здесь. Уже сходили в Кредо и получили вторую карту на Машу. И теперь у меня есть одно очень важное задание. Вот такой вот документ. Дед Мороз, принеси нам, пожалуйста, Влади Лиса, Славе Рысь, Ясе Пантеру, либо кого-то из кошачьих, либо из собачьих. В общем, вот с этим документом я сейчас пойду искать игрушечный магазин. Погода уже 4-й день не очень хорошая. Идет дождь, стало холодно. Днем плюс 10, ночью где-то плюс 7. И уже, честно говоря, хочется поскорее поехать в Турцию. Наверное, завтра или послезавтра мы уже туда выдвинемся. Очередь в игрушечный магазин. Спасибо. Так, Пантера только такая. В том магазине очень плохие игрушки, все низкого качества, китайские, и выбрать вообще не из чего, и куча еще народу. В общем, идем дальше искать другой магазин. В этом отделении TBC Маша пыталась оформить карту. В общем, то, что они хотят, нигде нет. Вот есть овчарка, далматинец, бульдог. В общем, стал я за курицей гриль, хотел взять. И на той стороне начался пожар, загорелась курица гриль. Слава богу, пожар потушили, все нормально. Маш, ну что, готов? Суперский оливье салат. Это оливье по-автодомски. Оливье по-автодомски? Да. Наверное, он Необычное вкусный. оливье, очень. Ну, дети, они дадут оценку твоему Хорошо. оливье. Дети, вы чувствуете новогоднее настроение автодомовское или нет? Чувствую, В чем оно проявляется? что скоро будут подарки. А, правильно. А остальные дети молчат, значит. Не хотят подарков. Слава, Яся. Вы не хотите подарки?
Я хочу пожелать вам всем нирваной футболки, нирваных носков и нирваных штанов. И чтобы вообще у вас все в жизни было отлично, хорошо, главное здоровье. В общем, все у нас никак не получается праздничный стол снять. Маша всех кормит с ложечки, как обычно. Салатом оливье. А кто мне может рассказать, что значит салат оливье для наших стран Советского Союза, республик всех? Кто? Не знаю, кто. Традиция, да, Влада? На Новый год что делать? Готовить оливье. Ну, он кому-нибудь хоть нравится вообще? Да, всем. А вот этому ребенку? Тебе нравился мой оливье? И мне чуть-чуть. Все покушали, да? И А нам тебе? дай попить воды казенной. Сейчас газировочки дадим. А кока-колы? Вот, видела кока-колу? Вот смотри. Вот это тебе кока-кола. Не смешно. Вылезайте, малыши. Маша нам приготовила салат оливье, всяких вкусностей. Мы это все покушали и решили уже выйти на главную площадь Батуми и отметить Новый год. Время у нас 11:10. Сейчас у нас, наверное, никто не выйдет по сугробам, а мы тут веселимся. Малыши, ну что, мы пришли к нашему автодому. Я не знаю, Дед Мороз уже принес подарки вам или еще завтра принесет. Вы как думаете? Скорее всего, нет. Думаете, еще не принес, да? Ну да, еще не принес. Мама! Ну, посмотрим. Что он принес? Овчарка. Ух ты! Покажите в камеру. Бульдог. И далматинец. Подарки привезли вот такие. Подарки. Подарки. Класс. Когда он успел-то приехать? Вот такие плейду привезли. Ничего себе. Удивительно. Когда он приходил? Да не знаю, я совсем. Был, наверное. Вон. А, вот здесь прям, да. Как, Маш, понравилось тебе наш заплыв? Классный корабль, Турецкий. дельфины, вообще очень красиво. Батуми смотрится с моря. Особенно с турками такая атмосфера, да? Веселый, очень веселый. Маш, когда мы в Турцию-то поедем? Ты все таскаешь нас то туда, то сюда. Не знаю, хорошо же тут тоже. Погода сегодня, видишь, какая отличная. Чем-то дует. Тут что, говорят? У нас 3 января, утро. Мы готовы выезжать в Турцию. 3 дня мы стояли на платной парковке. Обошлось нам это примерно 1000 рублей в день, но чуть больше, наверное, 1200.
И сейчас проверим все масла, жидкости, прогреем машину. Вот там вот есть кран с водой, зальем воду. И поедем на границу, сделаем страховку. После чего будем пробовать проехать границу. Надеюсь, все у нас получится. Здесь есть небольшой свист, такое посвистывание. Проверили перед выездом все ролики, генератор. Не могли найти, то есть на сервисе причину, откуда этот звук идет. Ну, может, сервис, конечно, такой. Но, возможно, это вентилятор где-то. Но ролики все и генератор точно нормальные. Что, пройдем или обратно сейчас поедем? Да, пройдем, конечно. Ну, а документы? Все нормально, думаешь? Я думаю, да. Будем надеяться. Погода хорошая, да. Хочется, чтобы прошли сразу. Остановились перед границей покормить детишек. Детишки, хотите кушать? Нет. А Да. хотите собак бездомных кормить? Да. А чтобы покормить бездомных собак, что надо сначала сделать? Самим покушать. Правильно, покушайте, а потом будете вот их кормить. Потом поедем на границу. Нет, там две собаки. Там одна собака. Значит, у нас снова перестала работать камера. Оказывается, это так совпало. Дело было не в грызунах. То есть мы ее вот так спаяли, а она опять порвалась. И здесь вот отверстие в шкафу сзади. То есть она из этого шкафа идет вниз и там соединяется. То есть она просто рвется об край отверстия. Поэтому надо снова это все сделать и какую-то изоляцию поставить, чтобы она не перетиралась. В общем, опять мы без камеры будем ездить. Ну, печенье-то и чай не об шкаф перетирались. Мышь все-таки была там. Сосиски в Грузии, да, неплохие, хорошие. Если особенно сравнивать с какими-то Филиппинами, где вообще ничего такого нет. Мясо мы ничего не нашли. Не хулигань, Слав, кушай спокойно. Да, пожалуйста, прожевывайте, нормально ешьте, не надо давиться. Идите, сядьте сюда. Яся, Ясечка, зачем собаку сломала? Ладно, давай хочу, без не хочу. Сядь, у нас граница сейчас. Что? Спокойно кушай. некормленных детей не пускают в Турцию. Кто не поел, не пускают. Там проверяют дяди специальные. Это неправда. Это правда, он живот щупает, смотрит, голодный ребенок или нет. Неправда. Ясь, знаешь, что я думаю, куда тебе надо отдать учиться? На актрису в Губкино пойдешь? У тебя очень хорошо, мне кажется, получится играть роли разные. Можешь актером цирка быть, выступать. Не хочу хлеб, спасибо. Пап, ночью маме сказала, не продавайте этот наш автодом. Когда мы вырастем, мы на нем будем ехать. Ну, вы, может быть, купите другой уже автодом тогда. Новый. Новый, да. Совсем не новый. надо. Тебе нравится наш? Да. Если он сохранится. Чтобы Владон сохранился, нужно иметь большой-большой гараж, чтобы он можно было туда загнать, он стоял там. Ну да. Чтобы не под дождем, не под Но у снегом. нас будет гараж. Заправляем полные баки перед Грузией. 92-й бензин. Сейчас потом поедем газ заправим. Сделали мы страховку недалеко от границы. Обошлась она в 170 лари. Это где-то 6 с чем-то тысяч рублей. Ну и, собственно, будем двигаться сейчас на границу. Дорога идет вдоль моря. Расстояние совсем небольшое до границы. Маша, вот здесь воды мы не наберем? Не наберем воды? Может, и наберем, да? Небольшая очередь из фур. А так все свободно. Ну это может они просто стоят здесь, что ждут, нет? Маша первый раз у нас едет в Турцию. У тебя есть предвкушения какие-то радостные от новой страны? Ну, предвкушения и будут, когда границу перейдем. Вот здесь узко сейчас, как бы нам с каким-нибудь автобусом не встретиться, а то не разъедемся. Тоже рада. Ладно, сядь, быстрее сядь. Я тоже рада. Хорошо. И я.
Значит, Маша сейчас идет вот пешком с детьми туда, а я буду здесь проходить. Посмотрим, что из этого выйдет. Владен, давай там за мамой следи и за маленькими. Сейчас полицейский с грузинской стороны посмотрел машину, зашел очень доброжелательно, то есть особо даже никуда не залезал. Очень доброжелательно, в отличие от российской в грузинской границы. И пока вопросов на тот счет, что у нас грузовая категория, не было. Вот сейчас стоим дальше, документы будем показывать, посмотрим, не развернут ли обратно. Так, грузинский паспортный контроль я прошел. Девушка очень милая, любезная грузинка, но очень серьезная. Все проверял досконально, с лупой там смотрел и водительское, и СТС-ку, и страховку тоже, не страховку, а доверенность, то, что Маша делала на меня на выезд, тоже полностью все прочитала, поэтому очень профессионально, молодец она. На турецкой границе сужение с 2 полос в одну, все перестраиваются, но не очень комфортно. Буду надеяться, что кто-то меня пропустит. Турецкий паспортный контроль я прошел быстро, за 1 минуту штамп поставили и все. Сейчас будет осмотр машины, очередь. Двигается медленно. Маша с детьми, не знаю, где-то там, наверное, нервничает, думает, что опять не проехали. Мы прошли границу и ждем папу в Турции. Он все никак еще не едет. Ждем. А Германа все нет, как говорится. Уже, наверное, тут полчаса стоим, как минимум. Но машины очень медленно выезжают, на самом деле. Так что будем надеяться, что все нормально будет, просто проверка долго. Опять собаки, только уже турецкие. В общем, машины очень медленно вон оттуда, из одной только вот этой штучки пропускной выезжают. Причем и фуры, и легковые, все оттуда, и по одной машине очень медленно. Сейчас заходил турецкий пограничник, осматривал машину, но он как-то быстро заскочил, дверь открыл, забежал, потом, я пробежал сюда в салон. Он говорит, извините, ничего, что я в ботинках. Говорю, да ладно. В общем, все посмотрел, спросил, нет ли алкоголя. Я вам показал эту подарочную 1 бутылку, которая у нас есть. Вот, и в принципе на этом все. Очень тоже любезно и хорошо. Стоим дальше. Так, прошли еще один контроль. Вот здесь куча фур. Где искать мне своих, пока непонятно. Первые турецкие собаки нас встречают. А вон и Маша. Вы что, уже думали, что меня не пустили? Да не, я сразу поняла, что здесь медленно, потому что по одной машинке ехала, и фуры, и все в одну очередь. Иди сюда. Дайте, откройся. Я готова. Поздравляю тебя, Маша, с приездом в Турцию. Уже после вот той границы Владикавказья, Верхний Ларс, уже нервозно все это конечно, немножко, да? Напряжение, стоишь, ждешь, у нас связи нету, мы здесь не проходим, получается, стоим, вообще не знаем, что ждать. Вот, но здесь погода отличная, сейчас мы стояли, они подъехали, тепло, хорошо, градусов, наверное, 16-17. Ну, сейчас доедем, наверное, до Трабзона, там найдем место для парковки, сделаем сим-карты, да? Ну да. И останемся на ночь, еще надо покушать, что-то приготовить. Ну вот мы заканчиваем эту серию. Мы, наконец, приехали в Турцию, пробыв в Грузии 20 с лишним дней. Сегодня пересекли границу, все прошло хорошо. Граница очень удобная, мне показалось. Не надо вот эти подробности, все прошло хорошо, все, не надо. Вообще ничего не будет это рассказывать. Маш, там все снято, Ладно, это все, давай. 100 раз. Сейчас мы находимся в городе Ризе. Двигались мы от границы вдоль побережья. Вот приехали сюда. Сколько километров? Наверное, где-то 100, да? 100 километров от границы примерно. Здесь мы планируем купить сим-карту, потому что сейчас у нас еще нет пока связи.
Город очень приятный. Вообще вот эта вся береговая линия, начиная от границы, такая, ну, мне очень нравится. Много площадок вдоль моря, получается. Всякие дорожки вело. Все очень ухожено, красиво. В общем, мы не знаем, куда ехать дальше, в Стамбул или на Средиземное море, но, скорее всего, поедем на море, потому что хочется отдохнуть, разложить стол, стулья, все привести в порядок и спокойно пожить какое-то время без беготни, без дел и без переездов. Ну да, в сторону Анталии поедем. Там еще вот эти вот горячие красивые ванны должны быть по пути где-то. И нам посоветовал один из подписчиков ехать через Анкару. Ну, мол, там дорога проще, чем навигатор ведет. Как навигатор ведет, там вроде красиво очень, но серпантин. А нам на нашем огромном автобусе не очень будет по серпантинам ехать. Следите за нашими турецкими приключениями, а мы пошли искать сим-карту. У нас тут такая ситуация в Турции. Мы в Ризе пошли в торговый центр делать сим-карту. Зашли в Vodafone. В Vodafone там есть стенд такой, где написаны цены на симки. Но мы еще в деньгах не разобрались, потому что интернета нету и не понимали, сколько что стоит. И там парень, он тоже по-английски, ну, как бы не очень говорит. В итоге он говорит 3000 лир за сим-карту. 15 гигабайт. Я говорю, 15 гигабайт это очень мало. Нет, говорит, это нормально, типа здесь такие цены. Все. Ну, мы, в общем, оформили, купили, чек ничего нам не дали. Вышли оттуда и потом смотрим, когда у нас интернет появился, что это почти, ну, где-то $80 за сим-карту, за 15 гигабайт. И такое чувство, ну, возникло, что нас обманули. Что он говорит? Какой-то развод. Ну, что-то 15 гигабайт, это типа недогружено. Он уже говорит, что вы покупали не 15, а 50. Ну, Я это говорю, типа вы же что? сказали, что 50 это только для турецких людей доступно. Это он, знаешь, что говорит? Потому что он же не может сказать, что он себе деньги в карман положил. Конечно, да. И чтобы через начальство, типа ошибка, понимаешь? Вот, так что люди, будьте аккуратны. Здесь прям вот с первого шага уже Просто хотят обмануть. У нас надо было раньше, конечно, посмотреть эти тарифы, что сколько стоит, а мы уже поздно схватились. Но он говорит, типа сейчас Рождество, и поэтому стоит так дорого. А говорит, 5 дней назад стоил 2000. И говорит, типа, добро пожаловать в Турцию. Прекрасно. Ну что, дети, вот я вам говорю, никогда не надо обманывать никого. Надо быть честными, поняли? Смотрите на меня. Руки изо рта. Грязные пальцы. Да. Мы не будем никого обманывать. Да, мы не будем. Да, мы не будем. Надо честным трудом все всегда делать, зарабатывать. Мы покупаем собак, я говорю, дайте еще водичку человеку. И он водичку нам просто так подарил, даже не стал брать деньги. Вот прям рядом, смотрите, здесь человек, вот он, да, лицо посмотрите. И идем сюда вот. И вон он, этот человек, тоже лицо посмотрите. Два молодых парня, один обманывает, а второй воду дарит. Ну что, успех, Маш? Короче, поковырявшись, он сделал, да, нам, вот, получается, 50 гигов. И я попросила чек в конце, и он такой, ой, ну, написал, да, в переводчике, сори, я, типа, не увидел, не дал вам чек, потому что здесь была толпа. Там ни одного человека, говорю, не было. Угу. Ну, он дал на 3000, да, чек? Ну, все, Ну, чек дал, да, вот гигабайт, 50 получается. Решили маме купить несколько вещей. Надеюсь, она довольна теперь будет. Ну да, интересный очень магазин. Не знаю, как называется. Твист. У нас такого нет. Чего? Пойдем кофе выпьем и в автодом. В общем, вот такие неоднозначные у нас первые впечатления о Турции. С одной стороны, хотели обмануть, и обманули, можно сказать. а? Такой паренек какой-то, не знаю, 18, наверное. Видимо, хитрый. А про телефон расскажи, что твой телефон потерялся у него. Еще, да, когда мы у него сим-карту покупали, стояли, я смотрю, у меня нет телефона. Стала везде его искать. Уже у меня паника, в сумке нет, нигде нет, обычно всегда при мне в кармане. И он такой, ой, вот здесь, вытаскивает его из-за витрины, из-за своей. Я, видимо, оставила у него там, пока мы стояли, ждали просто сверху. Он почему-то ну, откуда даже снутри достал его. Может быть, тоже, не знаю, хотел забрать. Такое. В магазине сейчас очень такие были активные девушки. Очень приветливые к детям, там все. Да. Радостные, довольны. Мы пошли на главную рецепцию тетки и сказали, что нас хотели, ну что, может ли столько стоить У нас сим-карта. стенд информации, да.
Я написал, можно ли, может быть, нас обманули, и она начала выяснять, и вот все выяснили, сразу позвонили директору этого магазина и все исправили. Ну да, когда мы пришли уже, этот парень говорит, что я ошибся, типа, у нас система сбита, твоя система. То есть продал 15 гигабайт по цене, получается 50 у нас. И потом поменялось, а все нормально.